Здравствуйте. Привет всем на канале Раисы Греченко, дача, сад, огород, цветы. Авторы канала Раиса и Александр будут сейчас готовить вот эти ловушки. Что это за, как оно называется правильно? Это уловитель, электрический уловитель для комаров. Ага. Ну вот благодаря вот этим уловителям мы очень хорошо используем их для того, чтобы определить, что у нас находится в теплицах. Сейчас сильно жарко, но практически днем не видно этих руководителей, вредителей, руководителей плохих дел. Вот. Поэтому у нас сегодня задача разобрать, почистить, подготовить. Обычно мы у двери вход в дом вот выкладываем вот эти уловители, а сейчас готовит Александр для теплицы. Что ты там делаешь? Ну, я начну, у нас вот два вида есть. Ну, для двух теплиц как раз Да, хорошо. уловители. Это немножко побольше, это немножко поменьше. А как там удается увидеть этих вредителей? Из чего она там состоит? Они из чего и состоят, они одинаковые. Посредине лампа, включаешь электричество и загорается синим цветом. Естественно, вокруг, по периметру, вокруг лампы накрученная спираль и подведена напряжение. Подведено. Комарики, вредители. Всякие. Это ночью мы именно на ночь выставляем, включаем Да. туда в теплицу. Когда включаем уловитель этот, загорается лампочка, и комарики, вредители летят на синий цвет. И, естественно, попадают в зону этой проволоки. И, естественно, подгорают. Подгорают, кто-то Вот тут видно хорошо. прилепился, да, туда. Вон, и комарики, и вредители, и бабочки, кого только здесь нету. В общем, мы сегодня вечером устанавливаем вот эти уловители, а завтра утром будем видеть, есть ли у нас какие-то очень страшные вредители, и будем по этому уже факту определяться, что мы будем делать, чем будем обрабатывать и против чего обрабатывать наши тепличные растения. Но перед тем, как ставить ее, надо почистить этот уловитель. Здесь поддончик такой есть, вот мы его откручиваем, вот. Ну, бывает, что больше половины этого поддончика за ночь улавливается. Сколько. И что туда не прилепилось, оно все падает в этот поддончик. Естественно, мы его чистим на ночь. Вот такая щеточка есть. Здесь это высыпаем в удобрение. А этой щеточкой вот здесь со этой проволочки, которая по периметру накрученная, аккуратненько с проволоки ее Этих вредителей снимаем, да, вот так вот. Это вот заклеится, прямо за ночь залепливается все. Вокруг. Вот так вот это делаем. И с 4 сторон здесь почистили, потом собрал опять и повесили в тепличку. И на ночь включаем. Подвели электричество к теплицам, и очень красиво в теплице. Не знаю, удастся заснять или нет. Как Иллюминация. это? Да. И до утра мы будем ловить, а завтра утром мы покажем, что у нас тут уже поймалась, какой вредитель словится, какая рыбка маленькая, большая на воде у рыбаков, а у нас какие вредители словятся вот на эти ловушки. Ну что ж, до утра. Вот такой огонек в теплице ночью. И сюда на него летят. Все вредители. И не только вредители. В первую очередь комары, но благодаря вот этой лампе мы еще и используем, узнаем информацию о наличии тех, кто хочет полакомиться нашими овощами. Посмотрим, что у нас здесь уловитель поймал. Да, проводим ревизию, снимай и давай будем выносить, потому что здесь все-таки тени. Снимаем поддончик и поддончики посмотрим. Ну, давай тут посмотрим. Просто если вдруг живая, давай лучше на улицу вынесем. Не раскручивай здесь. Если вдруг какая-то живая, мы ее на улице лучше уберем. Но она уже травмированная. Ну и что? Они же сейчас такие живучие. Давай их на улицу. Они уже подожглись. Крылышки.
не страшны. Вот тут у нас... Угу. Я не вижу совки, не вижу моли. Есть много комаров. Ну, есть одна маленькая такая бабочка интересная. Ну, можно сказать, что пока что очень даже хорошо. Жучки какие-то. Потому что все эти вредители, все бабочки, совки, мне уже сказали, что есть совка, у некоторых есть уже дырявые помидоры, перцы, баклажаны. И вот нам надо было узнать, что у нас есть из вредителей. И чтобы не спешить с обработкой, хотя обработка была неделю назад, вот здесь у нас вот такая обстановка. Вот эта теплица радует. Ну что, пойдем в вторую теплицу, посмотрим, что у нас там, где Ну томаты. что, Давай и здесь посмотрим улов. Ты знаешь, вижу здесь все-таки больше улов. На самом вот этом проводе, да, тут есть бабочки. Давай-ка мы тоже берем на улицу. Вот, есть бабочки. Бабочки моли даже есть. Вот и здесь. Давай мы вынесем и посмотрим, что тут за улов вредителей. Проверну вот так вот, посматривай. Видно? Да, да, вот есть, кроме комаров, вот 2-3 вида бабочек. Это представители различных молей. Ну, насколько видно, давай мы в тенек и здесь вот солнце. Ну и посмотрим, что у нас в этой теплице, где растут помидоры. Ну что, и давай огурцы. раскручивай, посмотрим. Ну, вижу, тут моль такая красивая, на этом поймалась. На проводке видно, не видно. Ага, здесь у нас и жучки есть. А ну-ка, ну-ка, ну-ка дай мне. Да, вредитель есть. Вредитель есть, но совки я здесь не вижу, зато совку вижу. Высыпай и дави их. Давай, дави. Ну, а на самом этом видно хорошо. Вот, насколько это видно. Вот видите, там есть вот бабочки различных совок. Вот они только-только, видимо, начинают. Да, все равно в любом случае мы сейчас будем использовать обработку. Даже если в той теплице нету, но есть, появляется уже здесь. Мы обработали на улице картофель против картофельной моли. И теперь вот надо будет и в теплице обработать. Что, может быть, будем оставлять эти ловушки на ночь и ловить? Ну, это, кстати, очень хорошая идея. Можно оставлять и эти ловушки. Вот, но обработаем. Обработаем все равно биопрепаратом Скарада. У меня сейчас как раз есть такая возможность. И будем ставить эти ловушки тоже. Смотри, при входе можно так. При входе одной двери, вот смотри, сколько их. Их много здесь. Вот, можно просто и там ставить, потому что они там влетают в теплицу. И с одной и с другой стороны, вот они на этот свет залетают. Смотрю, как под угол какой поставить, чтобы видно было. Ну, в общем, бабочки моли уже есть. Поэтому вот этот звонок мне, что уже дырявые помидоры, свидетельствует о том, что нужно очень тщательно сейчас следить за передвижением и развитием совок различных. Плюс вот это тута абсолюта уже появилась у нас в регионе. Поэтому нужно обязательно обрабатывать, чтобы наши плоды были целыми. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик провели вот такое исследование, которое помогает нам подготовиться к обработке. И, естественно, вовремя это все делать. Я вижу, что здесь есть бабочки. И здесь просто ближе к лесу. И много диких сорных трав различных там. И там вот развиваются вот эти вредители. Мы прощаемся с вами до следующего видео. А сами готовимся к тому, чтобы защитить наши растения от вредителей. Пока-пока. Пока-пока. Удачи вам. До новых встреч на нашем